Всем добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поговорить о стоимости обучения в США, сколько стоит обучение как от детского сада, так и до университета. Если вам интересно, поехали дальше. Образование начинается не со школы, как мы думаем, а с самых маленьких лет, это с детского сада. Вот именно тогда, когда родители в США отдают своего ребенка в детский сад, тогда у них и начинаются большие затраты на образование своего ребенка. Really? Yeah, really. В детский сад ребенка отдают примерно в 2,5-3 года, и ребенок там в детском саде остается до 5-6 лет. Стоимость детского сада в год примерно 4500, и может эта сумма быть до 13 тысяч в год. Конечно, эта сумма варьируется от уровня обучения в садике, или как обучения, конечно, там еще нет, но от рейтинга детского сада, от штата, это очень-очень важно. И если мы поделим на все месяцы, значит, такая сумма примерно в месяц будет $370 до $1100 в месяц. Ребенок в садике проводит время, может проводить, но это в зависимости от возраста, наверное, так же, как в России, может находиться в садике целый день, может находиться полдня, и в зависимости от того, сколько часов проводит ребенок в садике, сумма уже корректируется. После детского сада ребенок поступает в школу. В лет 5-6 тоже зависит от родителей, когда они хотят отдать своего ребенка, когда они думают, что ребенок готов. В школе они учатся до 18 или 17 лет. Это у них 12 классов, не 11, как в России, потому что ребенка дают на год раньше. Все граждане Америки имеют право на бесплатное школьное образование, то есть все дети могут бесплатно учиться в школе. Good idea, though. Но также есть и частные школы. Если уже родители решили отдать ребенка в частную школу, то тогда им в год придется платить примерно $11 тысяч. Но, естественно, это может быть сумма и немножко меньше, и гораздо больше. Тоже зависит от рейтинга школы и от штата, потому что в каждом штате уровень зарплат разный и уровень жизни разный. Естественно, цены будут или немножко меньше, или немножко больше. После того, как ребенок выпускается из школы, ребенок может пойти сразу же работать на небольшую заработную плату или идти учиться в техникум, в котором образование 2 года, или идти на бакалавриат, в котором нужно будет проучиться 4 года, так же, в принципе, как и в России. И уже после бакалавриата можно продолжить свое обучение в магистратуре, это 2 года, и докторантура, еще несколько лет. It's enough. It's really enough for me. В США насчитывается всего лишь 16 бесплатных университетов. И чтобы туда попасть, скорее всего, там будет очень высокий проходной балл, или ты должен быть лауреатом каких-то конкурсов, или ты должен хорошо преуспевать в спорте. Но если вы будете жить в кампусе, то есть на территории университета в общежитии, то за него необходимо будет также платить, и также нужно будет платить другие сборы, например, такие как страховка, книги, какие-то электронные издания или программы. Так может набежать очень приличная сумма. Что означает, что, скорее всего, за высшее образование тебе придется заплатить. О, гуси летят! О, как красиво! Цена на технику, бакалавриат и магистратуру в среднем одинаковая, и она рассчитывается в зависимости от количества академических часов, сколько нужно тебе за эту программу пройти. Но здесь они называются не академические часы, а здесь они называются кредиты. Один кредит — это несколько часов российского образования, если так можно это объяснить. То есть в среднем за бакалавриат тебе нужно взять 120 кредитов, а за магистратуру тебе нужно пройти 36 кредитов. И за бакалавриат за все 4 года цена в среднем, это в среднем $35 тысяч до получения стипендии и до получения какого-либо гранта.
И магистратура в среднем за 36 часов это $30 000. Тоже до получения стипендии и до получения гранта. What? Чтобы получить стипендию или получить грант от государства, тоже нужно очень сильно постараться, нужно быть каким-то победителем каких-либо олимпиад или вдаваться очень глубоко в науку, писать много сочинений, много эссе, много сделать научных работ, написать статьи в газеты, поэтому это не так уж просто. И, наверное, 90% студентов все-таки за учебу свою платят. Также, если учишься очно или онлайн, цена сильно не отличается друг от друга. Для расчета стоимости на сайте каждого университета по законодательству должен быть калькулятор, который рассчитывает вашу примерную стоимость. И эта стоимость, когда вы уже поступаете в университет, скорее всего, она будет такая, как указано в этом калькуляторе, которую вы сами самостоятельно рассчитали, и никаких дополнительных туда сборов не будет входить. Также цена для граждан США или для постоянных резидентов США гораздо меньше, чем для международных студентов, если международные студенты не получают какие-либо стипендии от университета. Но цены, которые я вам назвала, это цены для граждан или постоянных жителей США. Из-за того, что очень большой процент студентов, которые учатся платно, государство позаботилось о том, что студентам очень легко получить кредит на свою учебу под маленький процент. Есть, как правило, 3 варианта процентной ставки, и она зависит от того, когда ты начинаешь делать платежи по своему кредиту. Первый вариант – это с наименьшей процентной ставкой. Это если ты начинаешь платить по кредиту сразу после того, как тебе кредит этот одобрили, и ты платишь как проценты, так и основную часть по кредиту. В таком случае процентная ставка примерно будет 4-4,5 годовых. Второй вариант – это если ты начинаешь платить проценты, только процентную часть по кредиту после одобрения сразу же. И в этом случае процент будет составлять около 5,5, может быть 5,1% годовых. И третий вариант, самый затратный, но, к сожалению, в основном все его выбирают, потому что достатка у студентов нет или достаток очень маленький. Третий вариант – это когда ты начинаешь платить свой кредит уже после окончания бакалавриата или магистратуры, когда ты устраиваешься на работу, и вот тогда ты начинаешь платить по кредиту как проценты, так и основную часть. И тогда процентная ставка сразу же взлетает вверх и составляет 6,5 примерно процентов и может достигать максимум до 8,5%. Но 8,5% это максимум. Это максимальная процентная ставка, которая прописана в государственном кредитном контракте, что ставка, даже если она повышается в течение года из-за инфляции или из-за каких-то других причин, она не может превышать 8,5%. Такой кредит берется на 10-15 лет. То есть студенты платят за свою учебу практически пол своей сознательной жизни. Они поступают на работу, и начинается кабала, можно сказать, учебной ипотеки. Но здесь такой нюанс, что когда ты получаешь диплом, независимо даже бакалавриат или магистратура, но, естественно, магистратура даже выше, твоя ставка заработная возрастает в несколько раз. То есть ты получаешь в конечном итоге больше, чем ты затратил. Вот такая вот общая картина стоимости образования в Америке, сколько родителей, сколько студенты платят за свое обучение в США. Если вам понравилась эта тема, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, очень жду ваших комментариев, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Так, проверка связи, не знаю, как немножко так стоит, что в которые ты укладываешься, в которые... И я затрону тену. Всем добро пожаловать. Уже началось. Или вы идете в магазин работать, или не знаю, еще что делать.
много работы. Сколько же он стоит так? Нет, я забыла сказать, ладно.